Друзья, всем приветик! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать ко мне на канал. Мы находимся сейчас в Испании. Это квартира, которую мы сняли пока на 1 месяц. Я вам сейчас устрою рум-тур и расскажу, какие есть в ней плюсы, а какие минусы и почему пока мы на месяц и еще в раздумьях, оставаться ли дальше. Все. Погнали. Начнем нашу экскурсию со спальни. Она находится прямо у входа, поэтому с самого начала считайте. Так, пойдем, про это потом расскажу. Что здесь хорошего, да? Самый большой плюс, который меня сразу же подкупил, это вот эта вот волшебная дверь, и она ведет в ванную и уборную. Она небольшая, можешь зайти чуть-чуть снять, не будем все снимать, у нас тут уже развал. Тут душевая кабина, и вот здесь вот такая картина есть. Вообще я такие картины, если честно, не очень люблю, по мне так это немножечко такой колхоз. Но вот здесь она прям смотрится идеально, здесь она была нужна. Вот, это большой плюс, у нас так редко, да, делают в России, а мне это всегда нравилось. Дверь закрывается вот так, вот не занимает места, это отлично. Вот здесь у нас шкаф, кстати, довольно большой, у меня почти все сюда влезло. Единственное, что не хватало здесь плечиков, но мы потом их докупим. Мне нравится интерьер этой квартиры, вообще. Интерьер квартиры – это огромный плюс, почему мы решили ее все-таки взять. Здесь все сделано именно так, как сделала бы я сама. Вот прям, понимаете, я открываю глаза или поднимаю, там чем-то занималась, поднимаю глаза на квартиру, и я понимаю, что это прямо мое, я чувствую себя здесь как дома. Сейчас покажу вам минус. Ну, для спальни, возможно, это и небольшой минус, но он есть. Пойдемте. Что, готовы увидеть вид наш из окна? Да, это вот такой колодец. Так, что еще? Ну, мне, конечно, нравится это зеркало над кроватью, это все нравится. А еще что хочу сказать. Видно, что в квартире сделан косметический ремонт, но многие вещи смиксованы. То есть, вот, например, вот это зеркало, оно... скорее всего, новое, либо отремонтированное, вот здесь обтянуто чем-то. Вот этот столик однозначно новый, а вот этот вот шкаф, вот этот, который я уже показывала, вот он однозначно отремонтированный. Он встроенный, его, видимо, тут покрасили, наклеили эти зеркала, или они здесь были, я не очень понимаю. Вот это вот явно покрашенное. То есть тут так смиксовано, но все в хорошем состоянии, даже если оно покрашено. Дверь, и вот эта вот, кстати, дверь, она тоже старая. Но, понимаете, она идеально здесь подходит, и она работает, она чистая. То есть тут нет такого, что это прям грязное, какое-то старое, разрушенное. Нет, оно все в отличном состоянии. Но видно, что у этого есть история, винтаж. И еще, да, в связи с тем, что окно здесь вот такое маленькое, сейчас я выключу свет, вы увидите, как здесь на самом деле темно. Вот так вот. Ну, в принципе, нормально, да, не полежишь, не почитаешь днем, но ночью это классно. Я вчера все выключила, открыла глаза и понимаю, что прям темно и идеально. Так должно быть темно, чтобы вырабатывался мелатонин, и мы хорошо спали. Так. Что про это место хочу вам рассказать? Это наша прихожая, и мы обычно, когда заходим, мы привыкли, что здесь есть полки, здесь есть вешалки, какой-нибудь шкафчик, но у испанцев так не принято. Я знала, я была к этому готова, я смотрела видео про испанские квартиры, у них нет такого. То есть вы заходите, и вот как вот придется, это здесь еще у нас хорошо, у нас вот есть для обуви вот этот вот шкафчик, у нас вот куда-то можно положить перчатки, сумки, вот ключи. Красивая эта обезьянка. Но в целом у них так принято, что вот ты заходишь и нет ничего. Я не знаю, возможно, если ты испанец, то ты такой горячий, и ты всегда ходишь без верхней одежды. Или, возможно, ты испанец и знаешь, что у тебя дома холодно, и смысл снимать эту куртку, если у тебя дома плюс 17, там 20. Возможно, я не очень поняла эту традицию, но вот она есть. Мне, кстати, нравится вот эта лампа и вот это. В общем, мне тут интерьерные штуки нравятся. И
Сразу скажу, что в основном поэтому мы выбрали квартиру, потому что интерьер это такая детская, в принципе, да, потому что здесь вот такая двухъярусная кровать. А вот здесь я снимаю свои парфюмерные блоги. Вот тут вот все мои парфюмы, кстати, практически влезли, практически все разместилось. Здесь вот у меня всякие эти отливанты. Вот, и чуть-чуть вот сюда, где вот, так, нет, тут мои украшения. Вот здесь чуть-чуть, вот тут аромабоксы, какие-то парфюмы чуть-чуть, отливанты. Окна тоже выходят, как вы видите. Это, кстати, соседи. Вот это уже соседняя квартира, это уже не наши окна. Если они откроют, мы можем разговаривать, общаться, учить испанский. Так, что дальше? Ну, и это гостиная. Гостиная тоже, вот, ну, тут, в принципе, везде интерьер, как я люблю, но здесь прямо идеально. Вот этника, да, вот эти этнические какие-то пальмы, обезьянки, вот эти природные цвета, зеленый, коричневый, дерево, золото тоже ведь у нас природа, этнические картины. В сочетании вот с этим немножко таким урбанистическим стилем, немножко, да, вот этот вот стол такой, но он тоже, кстати, больше в этнику. Вот это сочетание, конечно, меня и подкупило. Тут у нас уже наши вещи разложены, тут обезьянка задумчивая, цветы все живые. Это очень приятно, когда ты приезжаешь в квартиру, а там цветы. Наверное, меня уже вообще, да, не видно из-за света. Вот, ну, давайте я покажу вам балкон. В принципе, вы его видели, но давайте еще раз покажу. Балкон тоже шикарный. Главное не смотреть на вид этого, с балкона точнее. И вот так вот, когда сидишь, вроде и не смотришь наверх, а смотришь на небо, и красиво. Красиво. А вид вот такой вот. Вот вам, пожалуйста. И вот вам, пожалуйста. Когда я зашла в эту комнату, я все поняла, что я хочу здесь остаться. А здесь, кстати, есть еще один санузел. Сейчас включу свет. Вот еще один санузел. Тоже там душевая есть. И окно. Окно, откуда дуло. Сейчас уже там согрелось, нормально. Мы как-то органически поделились. Это в итоге санузел Дениса, а тот мой. Так, пойдемте на кухню. Кухня здесь имеет сугубо утилитарное назначение. Здесь пришел, приготовил и ушел. Что хорошего? Очень хорошая здесь вот эта вот столешница, она реально из камня. Здесь есть две кофемашины капсульные, но не было, друзья, ни одного чайника. В итоге вот мы купили себе маленький чайник. Мы без чая жить не можем. Это понятно. Вот, это все понятно. Плита, духовка. Но, друзья, самое главное, самый огромный минус просто вот такущий. Здесь нет посудомоечной машины. Я последний раз жила без посудомойки, когда меня еще звали другим именем, друзья. Поэтому я вообще давно не испытывала это медитативное состояние, когда ты моешь посуду. Ну да, Денис, ну я тоже, вот перед видео я мыла, я уже раза 2 или 3 посуду помыла, так что не надо. Вот, что еще? Ну, в целом меня устраивает, кстати, такая кухня. Ты раз приготовил и сидишь себе в гостиной, обедаешь, ужинаешь, завтракаешь. Меня это вполне устраивает. Да, вот Денис сейчас показал, тут буквально 3 шага туда дойти. Ну, в целом это даже классно. Здесь есть хозяйственная часть. Пойдемте посмотрим на нее. Вот здесь бойлер. Поэтому нельзя сразу вдвоем мыться и мыть посуду. У нас расписание теперь. Так, очень удобно, что здесь мусор стоит. А вот это, друзья, знаете, что сейчас будет? Покажи меня. Друзья, знаете, что сейчас будет? Сейчас мы достанем отсюда постельное белье, одежду и пойдем с вами это развешивать. И мы увидим с вами еще 1 или 2 или 3 плюса этого комплекса, но которые сейчас нельзя использовать, но они есть. Сейчас я вам все покажу.
cuenta? Hola. Hola. ¿Estáis haciendo YouTube o algo? Do you speak English? Yes. Are you doing YouTube? Yes, YouTube. Okay. Bye bye. Are you Russian? Yes. Yes, she's Russian. Some Russians. Okay. Bye bye. Bye-bye. Точно. Так что, не оба русские? Наверное, Ничего, да. поговорили с русскими парнями. Значит, как мы действуем? Мы, наверное, ставим это на пол. Но мы просто так никогда не действовали. Нам же надо как-то побрызгаем руки антисептиком. В другом кармане. Нет, в этом. Вы знаете, что герои фильмов никогда же не моют руки там, не говорят, ну все, вечер, я пошел в душ схожу. И все эти вещи бытовые вырезают. А у нас, получается, YouTube — это такие персонажи, которые как раз про это. Мы не герои, мы обычные люди. Я не подготовлена, это как-то делается, мне кажется. Ай, блин, А когда вы сделали все домашние дела, можно и отдохнуть. Юху! Да! Юху! Все, можно теперь купаться, загорать, плавать. Я, кстати, удивлена, что в нем вода, я думала, ее на зиму должны спускать. Чистая. И чистая, да, ничего там не валяется. Душевые, наверное, я так предполагаю, что летом здесь еще должны быть лежаки. Ну, или что-то вроде того. И вот если стоять и вот смотреть вон туда примерно, то и вид здесь тоже классный. И, кстати, вот отсюда тоже классный вид. Здесь есть барбекю, но оно тоже закрыто. Я думаю, что закрыто именно на зиму. Вот так вот. Здесь есть столы, то есть можно приготовить барбекю, потом посидеть, отдохнуть, поесть, попить и подождать, пока белье высохнет. Я думаю, что все именно к этому. Как бы оставляете белье, отдыхаете от работы по стирке белья, потом забираете белье и идете домой. Друзья, еще один важный момент. Вот это вот волшебное, пульт управления волшебный, это отопление. Оно здесь работает как кондиционер. Видите, вот здесь вот вентиляция, можно установить мощность, это температура. И по всей квартире установлены вот такие вот приспособления, как это называется, скажите мне, напишите мне в комментариях. Про цены, друзья. Мы изначально сняли эти апартаменты на сутки, они стоили 50 евро, но потом, когда мы решили остаться, мы, естественно, уже торговались, потому что, если посчитать, 30 на 50 – 1500 евро. Но так как мы оптом берем целый месяц сразу, может, потом сказали, что и больше возьмем, мы же говорили, что можем и больше. Вот, мы говорили, что можем и больше взять. То мы сторговались и нам дали эту квартиру, получается, за 700 евро, да, в итоге. Мы все-таки 2 дня еще там забронировали за полную стоимость, остальные за 600, и в общем получилось 600 евро, 700 евро. Мне кажется, я и так запутана, цифры всегда объясняю. В общем, сторговались, получилось 700 евро, неважно эти наши детали. Что хочу сказать, свет, воду, коммуналку нам уже туда включили, мы не договаривались, да, что это отдельно должны, вот, все уже включено туда, но это, знаете, не потому что мы такие ушлые или так хорошо торгуемся, мы посмотрели ценники квартир. В Аликанте, в самом центре, можно снять квартиру за 750 евро со всей техникой, с посудомойкой, с
я не сказала, но там нет в этой квартире, в нашей, нет утюга, не было чайника и не было микроволновки. А в Аликанте, в центре, мы находили квартиры от 600 до где-то 800 евро со всем этим вот необходимым для жизни. И, естественно, я об этом написала нашему хозяину апартаментов, что, знаешь, дорогой человек, вот у тебя этого всего нет, но нам очень нравится дизайн квартиры, поэтому мы готовы снять. Вот смотрели ценник от 600 до 750 евро, и он в итоге сам согласился вот на 700 евро в целом, получается. Я думаю, что на длительный срок это вполне адекватная цена, тем более, что мы не в Аликанте, мы не в самом центре, мы в деревушке под названием Форментера дель Сигура. Правильное название сказала? Вот, и даже название уже выучила. И мне, вот честно, нравится, я люблю жить в очень тихих местах. В Питере мы живем в Лахте, у нас закрытое такое место, закрытая территория, там тишина, там вообще просто муха жужжит, ее слышно. Поэтому я люблю жить в таких местах, и мне нравится жить в деревушке. Если кому-то нравится в более людном месте, допустим, там в центре Аликанте, то вот за такую цену там можно снять хорошую квартиру. Вот примерно такого же уровня. Единственное, что там хорошие бывают интерьеры, красивые, но вот знаете, когда это прямо твое, и ты понимаешь, что ты бы сам сделал примерно такой же ремонт, примерно такой же дизайн, то вот это очень сильно подкупает. Даже какой-то там супер дорогой и навороченный, но если он тебе не близок, то будешь постоянно чувствовать, что вот это временно, что вот уже скорее куда-то отсюда уехать. Вот я лично не отдохну. Ну, я такая, знаете, домашняя очень девушка, поэтому мне важно, чтобы было комфортно и как вот дома. Вот, все, друзья. На этом наш блог рум-тур заканчивается. Спасибо, что вы были со мной, даже с нами. Оператор, как-нибудь пошевелись. Да, здесь был оператор. Господи, здесь был оператор. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, задавайте вопросы в комментариях, если у вас какие-то еще есть вопросы. Всем спасибо, всех целую, всем пока.